Для большого количества людей зона отчуждения, да и слова Чернобыль, ЧАЭС, все это ассоциируется в первую очередь с двумя объектами. Чернобыльской атомной электростанцией, авария на Чернобыльской атомной электростанции и брошенным городом Припять. Ну, правильнее сказать, не брошенным, а эвакуированным. Однако на самом деле зона отчуждения намного больше. И есть некоторые места, а если быть честным, то мест этих достаточно много, которые также достойны упоминания и о которых также очень бы хотелось рассказать. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о городе Чернобыль. В том самом городе, который в то время был райцентром, городе, который дал имя Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина. Это будет серия выпусков. Сегодня у нас будет такой просто обзорный тур, можно так сказать, обзорная прогулка по городу. Ну, а дальше по выпускам разделим отдельно быт, скажем так, в свободное времяпрепровождение, рестораны, кафехи, вот это вот все. Находимся мы сейчас на улице Советской. Город Чернобыль не был декоммунизирован и сохранил название улиц еще с тех времен. Кстати, в городе Чернобыль также есть памятник Ленину, что для Украины нынче редкость. Вот. За моей спиной это та самая аллея памяти, которая была, если можно так сказать, построена в 2014 году. Отношение к ней, в принципе, достаточно у людей неоднозначное, у меня в том числе. О ней я расскажу подробнее как-нибудь в одном из следующих выпусков, потому что для того, чтобы рассказать о ней подробно, нужно соответствующее настроение, а сейчас мне, честно говоря, не хочется себе это самое настроение портить. Вот так вот. Поэтому сегодня просто прогуляемся по городу, посмотрим, что он, как он и вообще, что он из себя представляет на данный момент. У нас наступила осень. Я вернулся из небольшой паузы, из небольшого творческого отпуска, так сказать, с новыми силами, с новыми идеями, вот это все. И продолжу снимать для вас какие-нибудь интересные видосы, вещи, события, влоги из зоны отчуждения. Погнали, друзья! Посмотрим, что же такое Чернобыль. Итак, друзья, город Чернобыль.
Начну немножко издалека. Думаю, нет смысла говорить о том, что если бы не авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, вряд ли бы мы сейчас вообще вспоминали и знали, что такой город существует. Маленький райцентр с населением 13,5 тысяч человек, коих было великое-великое множество на территории Советского Союза. Однако после этих самых событий название города, слово «Чернобыль» стало именем нарицательным. Сейчас мы говорим «Чернобыль», а подразумеваем аварию на Чернобыльской атомной электростанции. Город Чернобыль на данный момент это первый из двух населенных пунктов, которые до сих пор находятся в реестре населенных пунктов Украины на территории зоны отчуждения. Чернобыль, как и Припять, относится к городам без населения. Однако, если вы посмотрите на Припять, это действительно город без населения. Если же вы посмотрите на Чернобыль, вы увидите вполне себе ухоженный маленький городок. Почему так? Да все очень просто. Все дело в том, что именно в Чернобыле живут и работают вахтовым методом сотрудники всех предприятий, работающих на территории зоны отчуждения. Всех, кроме Чернобыльской станции. ЧАЭС живет по отдельным законам. Это государство в государстве, и об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. В чем же основное отличие Чернобыля от других маленьких городков, райцентров, прочих населенных пунктов, которые похожи по размерам? Их несколько, и я бы выделил следующее. Первое – это то, что в городе Чернобыль нет детей. Как, в принципе, их нет и во всей зоне отчуждения по причине того, что несовершеннолетним въезд в зону отчуждения запрещен. Есть из этого, правда, одно исключение. Если кому-то будет интересно, напишите в комментариях, я вам отвечу. Говорить об этом видео я, честно говоря, просто не хочу. Второй момент – это коммуникация. В городе Чернобыль все коммуникации проложены над землей. Во-первых, это для ремонтопригодности, это легче. А во-вторых, есть такой момент, что радионуклиды имеют свойство уходить на небольшое расстояние под землю. Каждый год на несколько сантиметров они уходят вглубь земли. И в целях безопасности также было решено коммуникации проложить поверху. Просто потому, что в случае какого-то ремонта не нужно было копать землю, поднимать пыль, поднимать грязь и иметь шансы поднять вот эти вот самые радионуклиды в воздух. Третий момент интересный в Чернобыле – это для этого города абсолютно нормально увидеть, например, на одной улице два одинаковых дома, причем в одном доме при этом будут новые пластиковые окна, второй такой же дом будет полностью заброшен. Это происходит потому, что город слишком большой для того количества людей, которые в нем обитают сейчас. Если до аварии в этом городе жило 13,5 тысяч человек, то сейчас здесь обитает чуть больше 2000, поэтому частный сектор, он полностью заброшен, а многоэтажные дома, которые здесь есть, они частично используются, частично также заброшены. Многоквартирные дома используются как общежитие. Собственно, в одном из таких домов на вахте живу и я. Кстати, я вас обязательно приглашу к себе в гости, покажу, как мы живем. В одном из следующих видео мы обязательно сходим ко мне в общагу, похвастаюсь, так сказать, немножко чернобыльским бытом. Так вот, частный сектор заброшен полностью, а многоэтажные дома частично используются. Но среди этих многоэтажных домов также есть полные заброшки, что в принципе понятно, потому что надо экономить на отоплении, на воде, на всех коммуникациях. Так просто проще. И еще один момент, который лично мне бросается в глаза, это чистота. Город действительно очень чистый, и мне это безумно нравится. Можете вот посмотреть на мои видео, на улицах практически нигде нету мусора. Но в остальном, в принципе, это вполне обычный районный городок. Здесь есть магазины, здесь есть ресторан, здесь есть гостиницы. Здесь нормальное покрытие мобильного интернета, здесь 4G, между прочим. Также здесь есть все коммуникации, то есть в целом это вполне пригодный для жизни город. Вот здесь хотел еще отметить отдельный момент, друзья. Сейчас идут восстановления памятника тем, кто спас мир. Как раз это происходит вот в тот момент, когда я снимал видео. Я не стал просто подходить здесь ближе, но вот хочется показать, что действительно работы идут, работают даже в воскресенье. Я снимаю это видео в воскресенье, и работы идут даже сейчас, что действительно безумно, безумно приятно и очень-очень радует. Что, друзья,
Для вступительного слова, для пролога на этом все. Подписывайтесь на канал, продолжение будет уже скоро. Я повторюсь, что из отпуска я творческого уже вышел, и новые видео будут выходить уже намного чаще. Это видео выйдет во вторник, 20 октября. 21 октября я уже буду в Чернобыле. То есть 21 октября в первой половине дня заходите в мой инстаграм. Я буду делать небольшие стримы, включения из города Чернобыль. Такие дела. Спасибо вам огромное еще раз за просмотр. До встречи. Скоро увидимся.